привет! Меня зовут Юлия Гендина, и вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. В этом видео под рубрикой «Я и так это знаю без ваших соплей», я думаю, что вы помните эту рубрику, мы изучим очень полезную штуку. Мы разберем 3 способа начального набора петель, чтобы получить эластичный край. Зачем нам с вами нужен эластичный край в интерьерном вязании? Ну, прежде всего для пледов. Начало пледа у нас должно быть не растянутым и не стянутым, а достаточно эластичным, чтобы пользоваться таким пледом было удобно, чтобы рисунок не искажался. То есть вот этот вот начальный ряд можно набирать по-разному и достигать разных целей. Из множества, а их правда очень много, способов набора вот этих петель и провязывания первого ряда, я выбрала для себя 3 способа, 2 из которых я использую очень часто, третий узнала недавно, и на следующем пледе буду как раз использовать уже его. Сейчас в этом видео мы с вами разберем все 3, чтобы вы попробовали на образцах и выбрали для себя тот, который вам больше понравится. Итак, приступим. Сначала давайте рассмотрим маленькие образцы, которые я уже связала, и после этого я вам технические моменты все покажу. Этим способом я пользовалась всегда, он у меня есть в книгах, я показывала его в видео неоднократно. Это набор воздушных петель и провязывание первого ряда за перемычку, которая находится за цепочкой воздушных петель. Такой набор дает вот такой вот аккуратный первый установочный ряд. В наших пледах мы используем такой установочный ряд, и после него уже начинаем вязать по схеме. Вяжется плюс-минус удобно, сейчас вы поймете, в чем там может быть неудобство, и выглядит абсолютно для меня нормально. Второй способ, которым я тоже пользуюсь, позволяет провязать этот установочный ряд за одно движение. Ну, то есть не надо сначала набирать петли, а потом провязывать первый ряд, а можно сразу же одним движением вот получить такой вот установочный ряд. У него то же самое, здесь сверху косичка петель, так что после нее можно уже дальше вязать по схеме. Но, как вы видите, он чуть выше, чем предыдущий образец. То есть вот это расстояние чуть выше, но по эластичности он абсолютно не уступает такой же. И третий способ, о котором я узнала недавно, но который вот собираюсь использовать на следующем пледе, он тоже позволяет получить сразу вот такой вот установочный ряд. То есть мы одним махом, без набора воздушных петель, сразу получаем очень удобную такую вот косичку. И после нее, опять же, можно дальше по схеме уже со следующего ряда вязать. По эластичности я бы сказала, что он лучше, чем оба предыдущих. Но у него есть один нюанс, и вы поймете какой, когда мы сейчас приступим к вязанию. Итак, сначала я покажу тот способ, которым пользуюсь чаще всего, который я вам показывала сначала. Всегда начинаю с волшебного узелка, волшебное, потому что лассо. Я его делаю руками, вот так вот накидываю нить, и потом хвостик длинный вытягиваю через петлю. Затягиваю, получается лассо. То есть оно, если потянуть за длинный кончик, оно начинает сужаться. И теперь набираем цепочку воздушных петель. Столько, сколько нам нужно. Помните, что при вязании пледа не обязательно четко считать количество петель, которые нужно набрать. Можно набрать просто сколько угодно много. А дальше в процессе, если узора не хватит, просто довязать потом этот начальный ряд. Прямая мозаика это позволяет отлично сделать. Итак, допустим, мы набрали необходимое количество воздушных петель. Переворачиваем цепочку и видим с обратной стороны вот эти вот горизонтальные перемычки. В них, начиная со второй перемычки от крючка, мы будем вводить, собственно, наш крючок. То есть не в эту перемычку, а в эту. Мы вводим крючок и провязываем петлю. В чем здесь сложность может быть? Сложность может быть в изначальном наборе воздушных петель очень тугом. И тогда с первого раза и легко попасть вот в эту перемычку будет затруднительно. Сейчас мне не доставляет особых проблем, потому что я набирала эту цепочку равномерно, не туго. И при таком наборе действительно провязывать такую петлю совсем не сложно. Но представим, что у вас тут не 15 петель, а 200. Сначала нужно эту цепочку 200 петель набрать, потом каждую вот так вот провязать. Можно одну сослепу пропустить. Ну, в общем, это дело такое.
То есть если у вас небольшое количество петель, то ничего сложного нет. Но если вот как в пледе 200 и больше петель, то, конечно, такой способ требует некоторой сноровки и внимательности. Хотя, повторю, внешне все выглядит прекрасно, и снизу, и сверху косичка, все очень хорошо. С первым способом, надеюсь, все понятно. Перейдем ко второму способу. Второй способ позволит нам избежать вот этого набора воздушных петель и сразу получить установочный ряд. Начинаем, как обычно, с узелка. Что мы делаем при таком способе? Набираем одну петлю, вторую петлю. Все, больше петель здесь воздушных не будет. Вводим крючок в первую петлю, захватываем рабочую нить, вытягиваем к себе, у нас на крючке 2 петли. Далее рабочую нить протягиваем через первую петлю и теперь через 2. У нас на крючке 1 петля. Смотрим сюда наверх и видим здесь галку. Вот она. Вводим крючок под обе петли этой галки. Сейчас я введу, и вам станет понятно, куда. Вот они, обе петли. Опять захватываем рабочую нить, вытягиваем к себе. Потом протягиваем рабочую нить через первую петлю и через 2. Вот здесь у нас происходит, собственно, этот набор. Видите, начинает формироваться косичка. Снова вводим крючок в косичку снизу. И опять протягиваем через первую петлю. Снова через первую, через 2. Снова крючок через обе дольки вот этой вот цепочки. Вытянули рабочую нить, протянули ее снова через первую петлю, дальше через 2. И таким образом вот у нас формируется вот этот вот установочный ряд. Сверху у него косичка, снизу у него такая одинарная косичка. По эластичности довольно прилично получается. Попробуйте его тоже. И третий вариант, новый для меня и с некоторым нюансом. Нюанс состоит в следующем. Он уже в начале нам, собственно, нужен. Здесь нужно оставить довольно длинный хвост, потому что набор петель осуществляется с помощью 2 нитей сразу. Так вот, длина этого хвоста зависит от желаемой длины итоговой цепочки. То есть, если мы набираем для пледа, надо хвост оставить очень длинным. Сейчас вы поймете, почему. Начинаем опять же с узелка. Теперь смотрите, что мы делаем. Накидываем одну нить на крючок, а другую протягиваем через образовавшиеся 2 петли. Снова одну нить на крючок, другую протягиваем через 2 петли. Одну нить на крючок, другую протягиваем. Нить накидываем снизу вверх, другую протягиваем. И вот так осуществляется набор. И получается у нас, во-первых, сама косичка чуть потоньше, что как раз нам позволит делать у пледа одинаковые края, потому что это будет похоже на завершающий ряд. Но главное, и снизу, и сверху аккуратная косичка. И эластичность тоже нас абсолютно устроит. Вот. Вот косичка 1, косичка 2. И косички по бокам получается. То есть такая кубическая некоторая правильная форма. Но, повторю, нюанс в том, что нужно иметь в виду, что вот этот хвостик, вторая нить, которую мы накидываем, должен быть длинным, достаточной длины, чтобы получить необходимую цепочку. Если вы знаете, как высчитать длину этого хвоста, в спицах, например, есть всякие приемы, может быть, и здесь есть, как определить, какая примерно должна быть длина этого хвостика, напишите в комментариях, я воспользуюсь обязательно вашим лайфхаком, потому что если мне нужен такой хвост на 1,5-2 метра, например, для пледа,
смысле такую цепочку, то мне бы хотелось понять, какой хвост мне все-таки нужно отмерить. Но действительно, в результат мне очень нравится, получается прям красота. Вот такие вот способы. Попробуйте. Будет интересно узнать в комментариях, какими способами пользуетесь вы. Пробовали ли вы эти 3, или вы используете какие-то другие. Если не пробовали, попробуйте. И потом приходите к нам в чат в Telegram, который называется «Нескучный плед». Этот чат посвящен в целом мозаичному вязанию крючком. И там все технические моменты еще раз обсудим и поделимся образцами. Спасибо большое. Приятного вязания. Будьте здоровы. Пока-пока.